Всем привет. Сегодня у нас расклад «Какой человек и для чего идет в твою жизнь?». Это не обязательно про любовь, да, это может быть как женщина, так и мужчина. Может вообще никто. И прежде чем начать, призываю вас, приходите в магический чат. Потому что, а чё вы как эти? Я вот вижу, что многие люди, а это больше 50%, больше половины, подписались на Бусти только чтобы меня поддержать, и ни в какие чаты они не заходят. Заходите, пожалуйста. Давайте хотя бы в магический чат, я вам там покажу, где закрытые расклады, где того, чего и так далее. И, кстати, закрытые расклады, они, намного интереснее, чем открытые. Потому что открытые я теперь делаю те, которые вы смотрите все, да? Не каждая хочет саморазвиваться, самопознаваться и прочее вот это все. Самопознание, саморазвитие в закрытых. И это, стоимость этой подписки буквально там чашечка кофе, наверное, да, 200-300 рублей. Если в долларах, то это 2-3 доллара. И, кстати, вам на закрытых раскладах будет доступна эзотерическая библиотека, в которой все есть. Вот все, что вы не придумаете, и мандалы рисовать, и руны, и таро, и Вика, и все. Абсолютно все, плюс очень много книг и аудиокниг на самопознание и саморазвитие. Вот любую назовите, она там есть. Кроме российских авторов, кстати, потому что там проблемы с авторскими правами и так далее и тому подобное. А то один раз я запросил авторские права у одного автора, чтобы поместить книгу. Так мне сказали, а давай ты заплатишь 500 000, чтобы книжку. Я думаю, все, я тогда так связываться не буду. Буду с теми, чьи авторские права позволяют. Итак, давайте, я думаю, начнем расклад. Все ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Единичка. Знаешь, сразу скажу, да, передо мной бумажка с вопросами, чтобы я какой-то не забыл. И знаете, чего я хотел сказать? Забыл во вступлении сказать. В чате Telegram, который вот всем доступен, да, новостной. Вам нравятся вот эти ролики с бабушками, с женщинами и так далее? Вот, напишите мне, пожалуйста. Итак, кто этот загадочный человек, который к тебе пингвиньим ходом, да, идет? Но это мужчина, который вот правдивый до усеру. Я не знаю, как по-другому сказать. Он, знаешь, льстить не будет, сказки рассказывать не будет, лапшу вешать не будет. Этот мужчина, он видит жизнь такой, какая она есть. И вообще не боится об этом говорить. То есть он, знаешь, как сказать, вот он все называет своими именами. И это немножко тебя шокирует. И знаешь, он заставит тебя глазки открыть свои на вещи, которые ты долго игнорировала. И потому что что? Потому что ты у нас живешь в своем вот этом мирке грез. Думаешь там, что все само собой наладится, что там проблемы рассосутся, что люди изменятся, веришь в такое. А он вот придет и скажет прямо: хватит мечтать, фантазировать, давай пошли действовать. И вот этот человек, он все твои розовые очки одним четким словом разобьет. Он очень умный, он всегда знает, что сказать. И вот у него все ответы есть на вопросы, которые ты боишься задавать.
Потому что что? Потому что ты свой страх путаешь с застенчивостью. Вот прям вот именно так, как я сейчас сказал. Понимаешь? И ты будешь рассказывать ему свои проблемы, он тебя жалеть не будет. Нет. Вот скажешь проблему, он скажет, ты вот в этом виновата, ты вот в этом виновата, и объяснит, почему именно так. И этот мужчина, он не любит вот эту пустую болтовню. Он говорит по делу и ждет от того же от других, понимаешь? То есть с ним ты не сможешь прятаться за вот этими отговорками, оправданиями, к которым ты привыкла. Он сразу увидит, где ты врешь, и заставит признать правду. А врешь ты в основном самой себе. Ой, этот мужчина такой хороший, я не про этого, а про твоих бывших говорю. Он изменится рано или поздно. Вот это твое любимое. Ты всех оправдываешь. Вот люди какашки есть, так ты им такую оберточку делаешь, что они прям конфеточки, а не какашечки. И ждешь, когда изменится, и вкладываешь свою энергию, ресурсы, будь то там деньги и так далее. И у тебя вечно ты всех оправдываешь, все уси-пусечки, миленькие хрюшечки. И тебе нужен такой вот жесткий, который придет. Он жесткий, но честный. Чуть матом не сказал. То есть он направит твою жизнь. Для чего Вселенная посылает его тебе? Ну, знаешь, она посылает его, чтобы тебя научить зарабатывать реальные деньги. Потому что твои вот эти фантазии, да, мягко говоря, ты понимаешь, да, чуть не сказал. Вот эти вот фантазии твои, это вот есть сейчас современные парни, не назову их мужчинами, простите, которые вот, как сказать, темки придумывают, которые точно выстрелит, вот мы возьмем там кредит, купим банк, сами себе кредит выдадим и сами себе, как говорится, запретим его выдавать. Ну, примерно такие плохие люди. Так вот, и ты такая же. У тебя вечно я вот это буду делать, я вот это буду делать, я миллионы как заработаю только за там 2 секунды. В итоге ты даже не начинаешь. Потому что ты, знаешь, ты сам, вот самый, вот представь, да, планета Земля, сколько там сейчас, 9-10 миллиардов людей? Так вот, ты тот человек, который из вот этих 10 миллиардов людей обманывает себя. Ты единственная, понимаешь? У тебя всегда вот это заработаю, но ничего делать не буду. Посмотрю-ка я турецкий сериал «Великолепный век», а может, там лучше. А это все отложим на там лето. Лето наступило, ой, отложим на осень, потому что летом погулять надо. Осень, нет, осенью у меня апатия, депрессия и прочая хренотень. Отложим на зиму, потому что это такое волшебное время года, что прям захочется все делать. А сейчас склякать. Слякоть. И у тебя получается, зима наступает, что у тебя? Правильно, мой юный друг. Давай с 1 января, чтобы прям с Нового года, как начну, как брошу курить, начну дело, начну не приседать, а фитнесом заниматься, начну вот это, 1 января. В итоге 1 января, ой, сейчас праздники, выходные, давай-ка мы с тобой начнем все вот после праздников. Ну, там, 10-11 января. Начинается, а потом, нет, как-то что-то не сходится. Почему-то снег, что-то тускло, рано темнеет. Встаешь темно, ложишься спать темно. Нет, давай на весну отложим. И вот у тебя вот так вот из года в год ты скачешь по временам года, по первым числам, по понедельникам и по прочей вот этой херобрени. И у тебя, когда ты станешь богатый? Никогда.
Да, мой юный друг? И не говори, что нет, я тебя насквозь вижу. Вот. Так для чего тебе вселенная это посылает? Чтобы ты вот этой ерундой перестала страдать. Чтобы ты начала зарабатывать деньги. Реальные, а не только у себя в голове. Потому что у тебя, я уже говорил, да, что вот это вот все. То ты лотерейки покупаешь там, надеясь на удачу, то вот эти у тебя первые, понедельник и так далее. Вот ты меня послушай, вот послушай меня. Вот я прекрасно знаю, что ты хочешь прийти в проживание арканов. Так приди, вот сделай это прямо сейчас. Слабо, ты хотя бы начни. Вот зайди. Потому что я знаю у тебя точно, вот это проживание арканов уже тянется самообманом долго-долго. Я приду, я не приду, первое число, лето, осень, зима, весна и так далее, и понеслось у тебя. У меня злости на тебя не хватает, потому что я не злой. Приди, вот прям реально самой себе докажи, что ты что-то делаешь. Вот приди прямо сейчас. Не завтра, не послезавтра, не с первого числа. Сейчас. Вот именно сейчас. Слабо? Вот и посмотрим. Или всегда ты там ждала, что кто-то деньгами поможет, вдруг прилетит голубой вертолет на мужике, ой, ну ты мне... Ой. Мужик прилетит на золотом голубом вертолете и подарит тебе 500 эскимо. Ни хера. А вот этот мужик, который идет, он знает толк в деньгах. У него четкий план, как зарабатывать, как копить, как не сидеть, жопу к этому прилипла, к этому, великолепный век. У тебя жопа прилипла к великолепному веку. И к самообману. Вот у тебя две такие сериальчики, себя обманушки, и все, и все. Вот жизнь у тебя вот так вот и заканчивается. Ну, идет пока. Знаешь, вот если по-честному, твоя женская интуиция, она охеренная. Но в деньгах нужна тебе мужская прагматичность. Потому что что? Потому что даже если копеечку ты и сделаешь, то что? Сумочка новая, платьишки новые, а потом у тебя там есть шкаф, да, и шифонер, не знаю, как называется, вот эта хрень, где вещи хранятся, потому что они у меня все хранятся на полу возле меня, где я сплю. Так вот, они аккуратно у меня раскиданы. Поэтому не надо мне говорить, что я какой-то безалаберный. Нет, ни в коем случае. Просто они у меня на своем месте, чтобы я руку протянул, все, что надо, я знаю, где находится. Для чего говорю, не знаю, просто поболтать с тобой захотелось. Меня единички сегодня восторгают. Так вот, у тебя шкаф стоит, а что ты делаешь? Копишь туда вещи, копишь, ты купила 15 тысяч лет назад платье, ты его ни разу не одевала, еще покупаешь, когда лишняя копеечка будет. Понимаешь? А этот мужик, он научит тебя вот прям вот... Я бы сказал, что ремня даст, но нет, он ремня не даст, он по-другому действует. Я бы тебе дал ремня. Он, знаешь, он покажет, что деньги — это не зло и не добро. Это инструмент для жизни. А ты этого не понимаешь. У тебя деньги — это цель. Еще он поможет раскрыть тебе скрытый талант. Они у тебя есть. Как бы я тебя ни ругал из расклада в расклад, но у тебя офигенное количество талантов. Ты много чего умеешь, но ты боишься это показать. Или закопала себе там глубоко-глубоко куда-то. И думаешь, я недостаточно хороша. У тебя вот два. Или я плохая, или первое число, которое никогда не настанет. Вот у тебя вот два. Вот ты так живешь. А ты ж до хрена чего имеешь. И вот этот мужик, он увидит твой потенциал. И заставит, вот именно не попросит, не направит тебя, а заставит использовать свой потенциал. Сложа руки, он тебе не даст сидеть и жаловаться. Вся моя жизнь — это тлен.
все против меня, весь мир против меня, судьба против меня. И вот вселенная его тебе посылает, чтобы ты наконец-то стала вот успешной и богатой. Понимаешь? Как мужик, как мужик этот изменит твою реальность? Он тебя научит, знаешь, кроме того, что деньги зарабатывать, щедрый и умный быть. Вот именно вот это сочетание, оно важно. Щедрый и умный. Вот сейчас ты деньги боишься тратить. Там экономишь и так далее, продукты не по... Если много денег, то у тебя сразу платьчики, платьчики, платьчики. Фу, косметика, косметика, платьчики и так далее. И он тебе покажет, что на себе экономить нельзя. Что нужно инвестировать в свой, вот в этот, обертку, хотел сказать, внешний вид. В свое здоровье, в свое образование в первую очередь. Он из тебя сделает королеву настоящую. Ты перестанешь быть вот этой серой мышкой с жопой на великолепном веке. Он заставит тебя поверить в свои силы и меру себя показать. И вот ты станешь вот такой женщиной, на которую вот мужики слюни теряют, такие вот капают же, слюни, сопли, мужики оборачиваются и прочее, и прочее. И женщин другие тебе завидовать будут. Причем, ай-яй-яй, как? Он, знаешь, он твой образ жизни изменит полностью. Начнешь ходить в кафе хорошие, рестораны. Ты мне скажешь: дед, я хожу. Нет, не в такие. А вот именно вот потому, что ты сможешь себе это позволить. Не потому, что хочешь кому-то понравиться. Нет, ни в коем случае. У тебя с эгом все в порядке. А потому что, знаешь, потому что ты поймешь, что ты этого достойна. И самое главное, ты лидером станешь. Ты перестанешь ждать вот этого голубого на вертолете. Этого чувак на вертолете летает, ко всем эскимо разводит, который развозит, а вот ты перестанешь его ждать. Каков будет итог всего этого? Ты станешь успешным человеком. Вы вдвоем, потому что он будет, знаешь, твоим деловым партнером, и вместе вы построите вот, я бы не сказал прям, как сказать, вот корпорацию. Нет, вы, как сказать-то, свое что-то крутое построите. Империя, то есть не просто семью, а империю, понимаешь? У вас общий проект, своего мира, я имею в виду империю, а не вселенского масштаба. Хотя от тебя все зависит, если ты придешь в проживание, все проработаешь, вот этот мужчина твой, я тут. Это шутка, если что. То есть у вас проекты общие будут, цели общие, победы общие. И ты станешь богатой женщиной. Я не постесняюсь этого слова ни в коем случае. Богатой, которая умеет с деньгами обращаться. И знаешь, у тебя будет несколько источников дохода. Кроме накопления, ты там что-то инвестировать будешь, вот это все, где деньги крутятся, вот так скажем. И не будешь ты больше переживать о том, там, хватит до зарплаты денег, не хватит. Знаешь, будешь ты жить в достатке и комфорте. А он превратится вот, как сказать, в настоящего короля своей области. То есть люди будут знать и его имя, и твое, уважать их вдвоем. Говорю, тебя с ним вдвоем. Совета просить. Он влиятельным человеком станет, с которым считаются. И ты с ним рядом будешь как равная партнерша, а не как вот это вот бесплатное приложение, у которых в мозгах ничего есть. Нету, вернее. Нет, ты будешь прям ай-яй-яй. И вы научитесь управлять не только деньгами, но и людьми. И станет у вас все хорошо. Все зависит от тебя, а не от меня. Поэтому вот сделай хотя бы первый шаг. Слабо?
Ссылочки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Ну а мы давайте перейдем ко второму варианту. Двоечка, двоечка. Кто этот загадочный человек, который уже на пути к тебе? Одинокий волк. Вот и по-другому никак не скажешь. Этот мужчина, он, знаешь, как сказать-то вот, одинокий волк. То есть долго был сам по себе. Никому не верил, не доверял, ни с кем серьезно не общался. Он вот, извиняюсь, он, знаешь, он привык решать все проблемы один, без какой-то чужой помощи. Он вот реально годами свою жизнь строил, над собой работал, опыта набирался, и вот он недавно добился того, чего хотел. Сейчас все знают его, уважают, на работе прислушиваются, друзья совет спрашивают. Даже, знаешь, как сказать, незнакомые люди даже его узнают. То есть он авторитет в своей области. Но знаешь что? Они вот это вот, как сказать, вот эти деньги, слава, признание, они его счастливым не делают, нет. Он, знаешь, понял, что победы, они радости не приносят, когда не с кем с ними, вот этими победами поделиться, понимаешь? И парень вот этот, он очень умный, он очень опытный. Он, знаешь, он прошел через вот все, я не побоюсь этого слова. Он ошибался, учился, снова вставал. У него четкие принципы есть, он им следует. За легкими деньгами он не гонится, не ведется на вот эти вот пустобрешничества, я не знаю, как по-другому сказать. Пустобрешничество, вот эти пустые вот слова, которые люди друг другу кидают, а и ничего не происходит. Он всего добился честным трудом. Он богатый и честным трудом. Не нужно, потому что у тебя, я почему объясняю, потому что у тебя в голове есть, если богатые, значит своровали. Нет, ни в коем случае. Своровали, может, там 1% из всех богатых. И вот сейчас он женщину ищет, с которой можно построить что-то настоящее. Ему надоело быть одному, и он готов уже сердечко свое открыть, довериться и свою жизнь разделить вот с кем-то особенным. И вот этот кто-то, это ты, понятно же, мы ж тебе расклад делаем. Чего думаешь? Сейчас я им скажу, нет, это Валька, вон, с соседнего подъезда, к ней он придет, а к тебе нет. И вот знаешь, он уже попой чувствует, что где-то есть вот это единственное, которое его поймет и примет. И это ты, еще раз повторяю, мы тебе расклад делаем. Для чего Вселенная тебе именно его посылает? Знаешь, потому что ты наконец-то отпустишь прошлое. Даже, я бы сказал, отпустила уже. Ты знаешь, ты слишком долго держишься вот за эти бывшие, обиды старые. Люди, которые тебя не ценят, у тебя они вокруг, чтобы не быть одной. Пусть такое говно будет рядом. Да что ж такое, я себя сдерживаю, опять проворонился. А что это? Это нормальное слово. Вот пусть лучше вот такое плохой человек будет, чем вообще никого. Вот это у тебя в голове. У тебя еще все изменятся и так далее, и тому подобное. Веришь в сказки всякие. И знаешь, вот ты вот с этим всем расстанешься. Потому что ты и за работу, я уже говорил, то, что ты вот за все держишься. То, что даже тебе радости не приносит, держусь, абы было. Ты боишься что-то менять, потому что привыкла к тому, что есть. Даже если это плохо, даже если это, как сказать, тебя топит. Зато знакомо, да, ты у нас такая. И вот этот мужик, он покажет тебе, как вот
правильно, как сказать, прощаться, расставаться вот с тем, что не работает. Он тебя научит не цепляться за вот это вот прошлое из-за страха там перед будущим или из-за страха остаться одной. Ты просто увидишь, как он там легко отбрасывает все лишнее и вперед идет без всяких сожалений, без оглядки, с высоко поднятым носиком. И он, знаешь, он поможет тебе вещи собрать и уехать от токсичных людей. Поддержит, когда ты будешь там с работы увольняться, где тебя там не ценят, а то и вообще гнобят. Он силы даст разорвать отношения с подругами, которые вот, как сказать, вот топят, вот как сказать, вот когда подруги топят. Ну, то есть, которые вот приходят и не все хорошо, пойдем гулять, тра-та-та. Нет, они у тебя ноют и жалуются, и больше ни хера. И вот рядом с ним, ты знаешь, ты поймешь, что жизнь, она слишком коротка, чтобы тратить ее на тех, кто тебя вот, как сказать, не заслуживает. Еще он научит тебя не бояться перемен. Он покажет тебе, что вот новое — это не страшно, это интересно. Что можно жить, начать заново, прям в любом возрасте. Хоть тебе 20, хоть тебе 50, хоть тебе 100 лет, без разницы. Покажет, что ошибки прошлого — это опыт, это не приговор. И вот Вселенная знает, что без него ты так и будешь сидеть в своем вот этом болоте. Боясь сделать шаг, поэтому посылает тебе его. Как он изменит твою реальность? Настоящую воительницу превратит. А как тут по-другому никак не скажешь. Ты знаешь, ты перестанешь быть пластилином. Ну, то есть, ну, ты меня поняла, зачем я тебе объясняю то, что ты и так понимаешь. То есть, перестанешь мягкой, податливой быть. Ты научишься свои границы защищать. Сейчас они у тебя по всем фронтам нарушены. Потому что что? Кто, кому не лень, все их нарушают. Вот больше никто не сможет сесть тебе на шею и ножки свести. То есть ты будешь той, кто вот хамам дает отпор, не позволяет себя использовать, требует уважения, и подруг вот этих вот говняшных выкидывает. И знаешь, он тебе еще большую дружную семью подарит. То есть не только с ним у тебя будут отношения крепкие, но и там с его родными, с его родителями, с его друзьями. То есть ты попадешь в круг людей, которые тебя примут и полюбят. И у тебя появится ощущение, что ты не одна, что у тебя есть вот этот вот сзади. Тыл есть. Вот рядом с ним ты почувствуешь себя по-настоящему защищенной. Не будешь больше бояться, что тебя там предадут, бросят, обманут, это самое и так далее. Он делами докажет, что на него можно положиться. То есть не лапшой, а делами. Что он будет там рядом не только вот в хорошие твои дни, да, но и там в ПМС. Извините, я так хотел это сказать. То есть, ну и в трудные дни. Твоя жизнь будет ярко насыщенной. Какой итог всего этого будет? Ну, ты потеряешь многих людей своего прошлого. Вот я тебе объясню, не бойся этого, это наоборот, да, хорошо. Вот когда ты изменишься, они просто тебя не смогут принять, вот эти токсичные вампиры и прочие нахлебники твои. Те, кто вот тебя использовать привык, они обидятся, что ты стала говорить «нет». То есть, по-другому скажу, что они обидятся, что ты стала неудобной для них. Понимаешь? Подруги старые перестанут с тобой общаться, потому что им будет неинтересно слушать о твоем счастье. Им же ты нужна вот эта грустная с соплями под носом. Но эти потери, они будут болезненными для тебя. Поплачешь там про разорванные связи, пожалеешь то, что не могла сохранить вот эти взаимоотношения с токсичными людьми, потому что ты же всех вечно в голове у себя оправдываешь, ты не видишь, что у тебя токсичное окружение. Но потом, вот потом, ты поймешь, что это была не потеря, а освобождение. Ты свою жизнь очистишь от тех, кто тебя вниз, как говорится, тянул.
и успешный и богатый станешь. То есть свое дело у тебя появится, которое будет, ну, неплохие деньги приносить. Покупать чего хочешь можешь, сможешь, жить где нравится, помогать тем, кто реально нуждается. То есть твоя вот эта работа, она будет не просто заработком, да, а призванием. И вот итог всего, вот самое-самое главное, это ты поймешь свою настоящую ценность, которую ты сейчас ни хера не понимаешь. Не будешь больше ты там принижать себя с другими, не дай бог, сравнивать, сомневаться там в своих силах. Ты просто узнаешь, на что ты способна, и будешь этим гордиться. Ты проработаешь вот эту всю херню. Люди к тебе тянуться начнут, совета просить, восхищаться твоими достижениями, заработками и так далее. Но не вот так вот, как сейчас, вот злостненько, да, как вот зависть, а вот, я не знаю, как сказать, я словами скажу, это вот когда видишь, человек заработал, да, и думаешь, вот она умничка, нужно на нее равняться. То есть без вот этого вот, без вот этой черной энергии, понимаешь? Все у тебя будет хорошо. Приходи в проживание арканов, прорабатывай. Было бы желание, правда же? Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Ну, к вам идет точнее мастер прям на все руки. То есть, знаешь, к тебе идет мужчина, который все умеет руками делать. Там от ремонта до готовки. Он, знаешь, он вот из тех мужиков, которые не вызывают слесаря, да, не вызывают там сантехника, не вызывают этих электриков, а просто сами берут и чинят. Кран, там, мебель и так далее и тому подобное. И работает он очень много. Прям старательно каждый день свои навыки совершенствует. Но что самое классное, при всей вот этой своей мужественности, да, он очень нежный. Этот человек красиво ухаживать умеет, там комплименты говорить, подарки дарить. И он будет на тебя на руках носить, шептать на ушки всякие милые глупости. У него, знаешь, и руки золотые, и сердце романтическое. Причем это в одном человеке. Вот все девочки же ищут какого-то вот, как сказать, мужественного, но нежного. Вот он такой идет. И сейчас он работает, знаешь, над каким-то важным проектом. Каждый день встает рано, ложится поздно и всю свою душу вкладывает в то, что делает. И у него получается. Люди уже начинают его замечать, начинают хвалить, рекомендовать другим. Он, знаешь, он на пути сейчас к большому успеху. И вот этот мужчина, он очень искренний в чувствах. Вот когда он влюбляется, да, то вот отдается этому полностью. В игрушки всякие не играет, не строит из себя там недоступного. Он сразу показывает, что ты ему нравишься, и начинает за тобой ухаживать. С ним ты точно не будешь гадать, чего у него на уме. Для чего Вселенная посылает его именно тебе? Ну, знаешь, чтобы снять с тебя тяжелый груз. Потому что, знаешь, на данный момент ты тащишь на себе кучу чужих проблем. И при этом жадно держишься за вещи, которые давно как его, на помойку отнести нужно. На тебе и долги чужие висят, и проблемы подруг висят, и капризы детей висят. И дома у тебя еще склад старых вещей, которые ты боишься выкинуть. И вот этот мужчина, он, знаешь, он покажет тебе, что нельзя всех спасать. Что у каждого человека должны быть свои проблемы, а не твоя это вообще задача их решать.
что там советом помочь можно, но не нужно жить чужой жизнью ради кого-то. И вот рядом с ним ты научишься говорить, что там это не мои проблемы, это не мои заботы, да, и не чувствовать себя при этом виноватой, потому что сейчас, если такое ты произносишь, ты и себя виноватый, чувствуешь и как его, корешь себя. А еще он поможет тебе избавиться от хлама. Он, вот, знаешь, пройдется по твоей квартире, да, и покажет, сколько места занимают вещи, которыми ты даже не пользуешься. Старую одежду заставит выкинуть. Технику сломанную заставит выкинуть. Книжки, которые тебе нафиг не упали, выкинет. Он, знаешь, он освободит пространство для новой жизни. Он, знаешь, он научит тебя вот ценить свое время и свои силы. Объяснит, что ты не обязана для всех удобной быть, что твоя жизнь, она тебе только принадлежит, а не тем, кто там привык на тебе кататься и паразитировать. Как изменит он твою реальность? Он поможет закрыть большую главу в твоей жизни. То есть, ты знаешь, ты наконец-то завершишь все свои дела незаконченные. Расстанешься с людьми токсичными. Болезненные темы в своей жизни закроешь полностью. То есть, вместе с ним ты поставишь точку в своем прошлом. И страничку вот перевернешь, как у книжки, бывает же. Но при этом ты будешь очень грустить, конечно. Потому что для тебя прошлое, оно не является прошлым. Вот как объяснить-то? Ну, то есть ты живешь им, и оно для тебя не прошлое. И вот грустить почему? Потому что ты будешь расставаться с этим всем. Даже если это прошлое было плохим, сейчас ты все равно держишься за него там всеми руками, ногами и так далее. Будешь плакать, то, что годов столько потеряла. Людей, которых пришлось отпустить, потеряла. Мечты, которые не сбылись. И это нормально. Нужно вот прогоревать и дальше идти. Никак по-другому. И вот этот мужик, он будет в эти трудные моменты с тобой рядом. Не будет говорить там «не плачь, все хорошо», а просто вот обнимет и выплакаться даст. Он понимает, знаешь, что иногда нужно грустить, чтобы потом радоваться. Не будет тебя торопить с переменами, со всякими этими и так далее. Даст тебе время привыкнуть к новой жизни. А когда ты вот оплачешь свое прошлое, да, он покажет тебе будущее. И вместе вы начнете строить уже жизнь, как говорится, с нового чистого листа. Каков итог будет всего этого? Удача придет. Тут по-другому не скажешь. Вот все, о чем ты мечтала там месяцами, годами, десятилетиями, это исполнится. Работу, которую хотел, ты получишь. Дом, в который хотела там переехать или жить и так далее, купишь. Отношения, о которых ты там грезила, ты построишь с ним такие отношения. Жизнь к тебе лицом повернется и начнет подарки дарить. Но много «но». Если ты попку свою поднимешь и начнешь что-то делать. Просмотра расклада не хватает. Понимаешь? Еще за эту удачу придется дорого заплатить. Потому что людей потеряешь, которые там были важны для тебя. Старые друзья, которые привыкли к твоей слабости. Они это не примут, понимаешь? Не примут твою силу, я имею в виду. Родственники, которые пользовались твоей добротой, тоже обидятся на твою вот эту новую жесткость. Некоторые даже закроются навсегда. Эти потери для тебя, они болезненными будут. Но зато ты поймешь, что многие люди любили не тебя, а то, что ты для них делала. Что когда ты там перестала быть удобной, они вот показали свое лицо настоящее. И больненько будет, но это же необходимо для твоего роста. Зато вот те, кто рядом останутся, они будут твоими настоящими людьми. Они обязательно тебя новую примут. Будут гордиться твоими успехами, будут там поддерживать в трудностях. У тебя будет меньше друзей, но они будут качественными, понимаешь? То есть количество перейдет в качество.
И ты просто поймешь, что лучше один верный человек, чем 10, как говорится, трутней. Вот такой у нас сегодня расклад был. И обязательно делайте хоть что-то для своей жизни. Просмотра расклада недостаточно. Не нужно вот сидеть и ждать. Приди в проживание арканов, ссылку ты видишь на экране, она же в закрепленном комментарии и в описании к видео. И помни, что дед всегда рядом.